проспал я сегодня немножко. Но на час позже выйдем. Ничего страшного. Литл Нагва покидаю, но обязательно вернусь. Так вот, сходить на берег, пожить здесь недельку, посмотреть, что там. Ну а пока Грейт Нагва. Туда вот, прямо туда. Где-то здесь поворот. Бодренько сюда, сюда и сюда. Мэтью Таун. Литр 20-21 попутный. Какой хороший день, а? Загорать, что ли? Ну, вот такой был маневр, проделал. Большую Инагву даже видно, вон она. Красиво. Вау. Вот они красавчики. Ну вот и он, Мэтью Таун, Гранд Инагва. Здесь очень все оказалось прикольно. Это типа марина, бесплатный сити-дог. Любой желающий может сюда прийти, встать и стоять столько, сколько он захочет. Воды нет, электричества нет, и желающих здесь стоять, в общем-то, немного. Я вчера хотел поснимать финал перехода, но, я так понимаю, появление яхты и корабля — это всегда событие. Здесь пришли местные ребята, у них много вопросов. Спрашивали все. Откуда я путешествую, там, что я готовлю, где я был, какие острова, как я тут один бедненький вообще это все делаю. Это просто вау. Вся эта беседа продолжалась часа два. Остался там в конце только один. Он мне рассказал всю свою жизнь практически. Вот. Под конец спросил, нет ли у меня чего выпить. Конечно же, я другу в беде не оставил. И глоточек, большой глоточек рома из Мартиника произвел на него магический эффект. Просто он сказал, что ничего прекраснее в этой жизни он не пробовал. На этом все.
Фламинго летает в огромном количестве. Вау. Фламинги едят креветок, которые живут в соленой воде. Здесь, поскольку добывают соль, очень соленая вода, креветки плодятся в страшных количествах. И поэтому здесь фламингов никто не разводил, вот они просто прижились. Дивной красоты, вон они сидят. 10 тысяч примерных фламинго. А еще эти птички любят летать к соседним островам, на Кубу, там, на Туркс энд Кейкос, на тот остров, куда я завтра собираюсь, Аклендс. То есть 60 миль перелет для них вообще не вопрос. Мой гид работал на этом заводе, и он, это все соль в запасах там лежит. Очень прикольно. Здесь ее моют и загружают и увозят. Следы многих лет добычи соли. У этих ребят даже свой терминал, куда приходит и соль загружает. То есть размах операции просто потрясает. 500 квадратных миль озера. Там озеро. 125 тысяч галлонов каждую минуту они берут из океана. Вау. Ну и финал всего этого — маяк. Та-да! Сейчас все автоматизировано. Но, говорят, миль на 10-20 он светит. Один джентльмен здесь живет, который обслуживает маяк. Но все это выглядит слегка запущенным. Это наш салат, я надеюсь. Очередь?